Скажите, правда ли, что употребление много яиц в большом количестве нельзя? Большое спасибо. Нет, нет. Дело в том, что человек, неважно, на самом деле, неважно, чем человек питается. Сейчас очень много есть информации о том, что есть там активные углеводы, там еще что-то, еще что-то. Я хочу сказать свое мнение. Наш организм, он может помогать человеку выбирать продукты питания, но что бы я не рекомендовал категорически употреблять человеку, который живет естественным образом жизни или в нормальной жизни. Я бы не рекомендовал человеку употреблять, итак, продукты, которые вообще нехорошо употреблять, это рафинированные сахара. То есть все, что сделано из сахара, все, что сделано из плавленного сахара, то есть обычно сахар берут, его после этого плавят, из него создают там карамель или добавляют в него молоко и так далее. Вот сахар, сгущенка, такую еду или вот такие продукты питания, они не очень хороши. Далее. Есть ряд сейчас продуктов питания, которые в себе имеют просто невероятно огромное количество нитратов. Но самое страшное — это соли аммиака. Это, допустим, или оксиды азота, или это азотные удобрения. Они накапливаются у нас в продуктах питания. Азотные удобрения сейчас используют в ходе выращивания как пшеничных, как вернее злаковых культур, так и при выращивании культур, каких там придумаю сейчас, там арбузов и свеклы, там всего чего угодно. В большом количестве селитра, азотная селитра. Такие азотные или азотистые удобрения, они чрезвычайно вредны. Объясню вам почему. Дело в том, что азот в виде солей и особенно в виде оксида азота очень часто накапливается в человеческом организме и особенно накапливается у нас в печени, приводя к энцефалопатии печени и накапливаясь в мозге. А вы знаете, что окислы азота больше всего влияют на мозг. Именно поэтому я бы рекомендовал экологически очищенные продукты. То есть необходимо знать, нет ли высокого содержания оксида азота, нет ли солей азота, нет ли вообще, не было ли отдельно обработка растений аммиачной селитрой. И таким образом можно определить, насколько это может быть вредно. Если вы знаете, что обработка была, то старайтесь максимально устранить такие продукты питания. Сейчас продаются специальные тесты, которые могут определить наличие аммиака в продуктах и так далее. А много яиц, а много белка — это все совершенно безопасно. Можно есть все, что хочется человеку.